После завершения Второй мировой войны были сделаны великие открытия в области возобновляемых источников энергии, от атомных электростанций до авианосцев, которые нуждаются в дозаправке каждые 22 года. Когда-то многие считали, что ядерная энергия – это будущее мира. При правильных условиях атомная энергетика целиком и полностью безопасна и может обеспечивать электричеством миллионы людей в течение многих лет. Однако в мире нет ничего идеального, и многие не знают, что наука, которая должна была сделать мир лучше, для некоторых оказалась кошмаром. За прошедшие годы несчастные случаи, связанные с атомной энергетикой, унесли жизни многих людей. Мы подготовили 10 коротких фактов о Чернобыльской атомной станции, где время так по-особенному разделилось на до и после аварии. Строительство города Припять началось в 1970-м, а за 16 лет население выросло почти до 50 тысяч жителей. При этом третью часть населения составляли дети. Имея всего 4 действующих энергоблока, Чернобыльская атомная электростанция была одной из самых мощных в Советском Союзе. Цель проекта состояла в том, чтобы увеличить количество реакторов до 12 и сделать объект одним из самых мощных в мире. Пруд-охладитель Чернобыльской атомной электростанции был одним из самых больших искусственных озер Украины. Его площадь составляет 22 километра квадратных, а максимальная глубина 6 метров. В 10-километровой зоне находится радиолокационная станция Дуга-1, построенная в конце 70-х годов. А примечательным является то, что объект таких масштабов не прошел испытаний после строительства, а в 1986 году был и вовсе остановлен. Военный городок Чернобыль-2 отмечен на советских картах, кроме военных, как заброшенный пионерский лагерь под названием «Сказочный». Взорвавшийся энергоблок номер 4 был самым молодым среди всех реакторов Чернобыльской атомной электростанции. Он был построен в 1983 году, а в 1986 году он должен был пройти проектные испытания, как всем нам известно, закончившиеся глобальной катастрофой для всего человечества. 3828 человек очистили крышу третьего реактора за пару недель. Очистка нужна была для того, чтобы можно было накрыть разрушенный и соседний реакторы саркофагом. После развалин четвертого энергоблока самым зараженным местом была крыша, поэтому каждый человек мог работать там максимум 2 минуты. Из-за уровня радиации и сложности работы этих людей прозвали биороботами. В 1986-1988 годах в работах по ликвидации последствий аварии участвовало около 600 тысяч ликвидаторов. Внутри Чернобыля растет и развивается радиотрофный гриб. Он использует радиацию для роста, съедая все на своем пути. Впервые он был обнаружен в 1991 году. Участок, состоящий в основном из сосен, к западу от Чернобыльской электростанции, пострадал от огромной радиации, стал ярко-красным и умер. Просторы рыжего леса остаются сегодня одним из самых загрязненных районов в мире, фактически известные как одна из самых радиоактивных сред на планете. В Чернобыльской зоне распад последнего радиоактивного элемента плутония-239, иными словами образование прозванного слоновьей ногой, завершится в 26248 году, через 24 500 лет после аварии. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.